Ну что, мои дорогие, всем привет, с вами я, Карина, и это финальный выпуск Silk Way Star. Дорогие мои, сегодня финальный день, по этому поводу красная помада, пожалуйста. Максимально нарядно, празднично, парадно. Значит, давайте смотреть. Я, собственно говоря, за выходные как ни старалась, конечно, все равно проспойлерила себе победителя. Значит, в целом, свое мнение по этому поводу я скажу позже. Расскажите мне, пожалуйста, вести с полей, как шло голосование, что там происходило, кто смотрел эфир, да, как это все было, как это все выглядело, работал ли сайт, были ли боты, есть ли какие-то сплетенки по этому поводу, по поводу голосований, да, очень важный моментик. Вот, но в целом можно было мне даже не смотреть, чтобы понять, почему мог быть такой выбор. Я думаю, ему есть обоснование, но, в общем, давайте посмотрим. Значит, у нас с вами ждет вот впереди 2 часа, я постараюсь это все максимально сократить. Значит, у нас есть какое-то приветствие, да, какие-то выступления, и сразу выступления уже участников пойдут. Ну, давайте тогда с них, наверное, начнем по-быренькому, как говорится. Первый у нас выступает Язмин, я смотрю, да. Ну, это одна из моих фавориток, да. Если вот смотреть в плане девочек, она, конечно, самая универсальная, самая крепкая. И вот если бы из девчонок выбирали, я бы ей, конечно, дала первое место. Мадина Бону – это человек моего сердца, и она именно более интересна тембрально. То есть я думаю, что на самом деле у нее очень много перспектив на будущем стать, ну, как бы не просто участником конкурса Silk Way Star, да, а получить какую-то карьерную историю. Вот, поэтому вот здесь среди девчонок Мадина Бону или Язмин, значит, у меня были бы в топе. Среди мужчин это был бы либо Автандил, либо Саро. Вот, вот. Примерно такой разброс меня бы устроил. А там уже в зависимости от ситуации, да. Так, ну, значит, некие подсъемы. Ладно, эту историю я все равно не пойму. У нее красивая шуба. Да? У-ля-ля. Так, ладно, давайте смотреть выступление. Поехали. Финальная. Да, живой звук. I'm going all in, done and dusted every level I am in. You've seen, you've known the better parts of me. Tell me, was it worth it? I know it, I know it. Consequential, not the least. Full on love, I am unleashed. Shout my name, I commanded to shout my name. Better know it, shout my name. I commanded to shout my name. You're better for me. This is it, but it ain't goodbye. This is it, but never goodbye. Poucos da suínas, poucos da sul. Desenho vai. Poucos da suínas, poucos da sul. Desenho vai. You want me, I need you. The summer walk up through you. I know it. You have my convictions, all your guilty pleasures show. I know it. Consequential, not the least. Full on love, I am unleashed. Shout my name, I commanded to shout my name. You better know it, shout my name. I commanded to shout my name.
Язмин Азиз, мала. Дорогие мои, ну вот, вы же слышите сразу, что это живой звук. Это сразу слышно, да, все не так легко дается, да, то есть тебе надо плясать, нужно успевать в ритм. Я не поняла самое главное, что меня смутило, где у Язмин ухо слышит себя, мониторинг, где он? Из-за этого, может быть, в начале, это же нотка мимо была, да? Ну, то есть, если ты себя не слышишь, то это, конечно, нормально. Сейчас, извините еще раз, я по гармонии не поняла, это было мимо или, или она не слышала себя. Сейчас. Да, да, к сожалению. Я думаю, что это связано с тем, что, ну, в общем, ухо. Я не вижу уха. Как артисты выступают? То есть они выходят на сцену, они общак ловят? Ну, вот звук вокруг или у них в ухе что-то есть? Я что-то не поняла. Это вот как раз, чтобы не было «Готая». Либо она должна была на терцию вниз сделать, да? Вот она попыталась в процессе, ну, короче. Я не поняла, где ухо. Так-то она, ну, как бы, она же гармонию слышит, просто в процессе не вступила. Видите как? И я так понимаю, что да, все баллы обнулились, и, соответственно, вот по результатам вот этой вот истории сегодняшней, да, у нас жюри будут ставить оценки, а зрители должны были голосовать. Ну что, вот он, живой звук, дорогие мои. Вы же видите разницу, как вот было на эфирах на предыдущих, и как сейчас. Вот это действительно живое исполнение. Оно хорошее, все в порядке. Она просто вначале не попала в ноту, я так понимаю, из-за того, что не слышала себя. Вот. То есть у меня нет как бы мысли о том, что она, короче, поет мимо касс. Конечно, нет. Она поет нормально, на мелодию все понимает, просто себя не слышишь, и вот получается такая вот история. Она не смогла построить диапазон, ну, как бы отстроить интервал, чтобы не вверх улететь, а чуть пониже сделать, да. Хотя предполагалось, наверное, что вначале должна была быть прям та-та-та. Но, как говорится, все волнуются, переживают, но это тоже надо брать в расчет обязательно. Выглядит она потрясающе, никак не умаляет ее прекрасный голос. Этот казус в самом начале выступления. Және сүгірдің термесін Малайзияға танытқаннан. Thank you. Ал енді, я... Так, ладно, давайте смотреть оценки. Язмин, конечно, красотка. И сегодня, я так понимаю, все будут щедры на 12-бальные истории, да? Так, подождите, у нас кореец начал. А где Кыргызстан? Казахстан. Ой, Казахстан, да. Ага. 10 ұпай. Thank you. Рахмет. Оңтүстік Корея. А чё, где аплодисменты-то? 10 ұпай. Рахмет. Тәжікстан. Көп күттірген ұпай болды. 12 ұпай өйткені. Тамаша. Қырғызстан. Мы не слышим... 12 ұпай. Мы не слышим зрителей, поэтому так Узбекистан. скромно. 10 ұпай. Thank you. Я. Рахмет. Армения. Армения. 10 ұпай. Thank you. Грузия. Эмоция жасырылып жатыр екен шынымен. 12 ұпай. Бұл тарихи сәт. Язмин үшін әсіресе. Ал біз жалғастырамыз. Қытай. Интригаға толы сәттен кейін 12 ұпайды көреміз. Сожжение, thank you. Және келесі кезекте Монголия. Вот понимаете, эфир, да? Ну вот, ребята, кто на телеке работает? Ну, брат, такое ощущение, как будто у вас там 2 землекопа сидит в зале, и просто никто не хлопает. Эти сами себе там, эмоции. Можно было хотя бы звук общий, то есть не долетает из-за того, что ведущий в микрофон говорит, и звук снимается, ну вот, именно с них как бы. А то, что в зрители там кричат, болеют, этого как будто не слышно. Ну, смотрится это, конечно, как будто вот реально, они сами для себя конкурс делают. 8 ұпай. Thank you, thank you. Чего? Сожжение, thank you. Және келесі кезекте Монголия. 8 ұпай. Thank you, thank you. И жюри такие.
Ну, короче, вы понимаете, да, то есть на основании того, что я уже знаю о том, кто победитель, как бы, да, уже можно делать выводы, что, как бы, вот, пожалуйста, Язмин, как бы, чтоб, как говорится, неповадно было на первое место претендовать. және Әзербайжан. 12 ұпай экранға шықты. Тамаша, дауыс беру осымен аяқталды. Как откровенно. Кошмар. Да. Понятно. Язмин красавец, но вы посмотрите, все есть. Черноброва, черноволоса, черноока. Ну, почти черноок, у нее голубые глаза. Ну, короче, красотка, да, не вступила, жаль, в начало, не слышала себя, мониторинга нету в ушах. О, авто. Так, значит, конечно, что-то вообще, конечно, как будто... Ладно, неважно. В общем, авто тут лечится, да, у нас, бедный. Кеткеніме қуаныштымын. Может, они хоть сейчас субтитры добавили, не? Международный конкурс у нас или куда, я не понимаю. Ой, блин, английский хотя бы. Что-то у нас имеется вообще в этой жизни. Десе де, жаратқанның қолдауымен Блин, даже английский не добавили. Ну, ёк-макарёк, ну это вообще... Ой, блин. Телеканал, телевизионщики, они ну вот такие, они такие, понимаю. Сама работала на телеке, все понимаю. Короче, авто там, по-моему, в маске, да, не то чтобы в активном состоянии. Сейчас услышим, что он там. О, это мама его, кстати, в Батуми в аэропорту, да? Вайми. Так. Ладно, короче, в общем, что-то там да случилось. Тут он грустит, бедный. Как это неудачно, конечно. Когда конкурс такой важный, у тебя не работает твой кормилец. Все, станцевала лезгинку, да? Сейчас послушаем, кто как вживую, как говорится. Ну да, он еще устанавливается. О, ухо есть. Увидела ухо. Да, ну подвиг, конечно, авто совершил.
When the shadows fall, my days again, how we met. Автандил Абисламидзе! Грузия! Керемет, Автандил, құттықтаймын. Тамаша өнер көрсету болды. Сіз үшін өте қуаныштымын. Ал Автандил. Да, ладно, слушайте, ну, тяжело, конечно, ничего не скажешь, естественно. Ой, оценки сразу, да, пошли. Ну, вот, как бы, да. Я не знаю вообще, стоило ли риск свеч, но дело нужно, как говорится, довести до конца, и поэтому авто, ну, пошел до финала. Чувствуется, как он пока не свободен в своем вокале, конечно. Все время боишься дать петуха. Ну, что поделать. Он решил пройти этот путь до конца, а в целом правильно. Какая разница, какие итоги, когда есть эфирные дни. Нужно это дело довести до... Единственное, что, конечно, лишь бы не было никаких последствий. Я надеюсь, там нет никаких ни мозолей, ни узлов на связках, ничего такого. Что он более-менее благополучно прошел этот опыт. Хотя, если честно, ну, я не знаю, такая нагрузка. Надо вообще молчать, понимаете, вот когда такие вещи с вокалистами происходят, ну, надо молчать. Это единственное лечение. Не помогает там, ну, конечно, можно пойти к фониатору, они тебя там пшикнут, ты концерт отработаешь, потом там, ну, замолчишь на неделю. Вот. Единственное лечение, конечно, это молчание. Но вечно все болеют, и куда ты денешься, да? Ну, было слышно, что, конечно, тяжело выступать авто. Было слышно, тяжело, конечно. Ну, посмотрим сейчас. Олай болса, Қазақстан? 10 рахмет үлкен. Қазақстан 10 ұпай. Оңтүстік Корея. Great performance, but I give it 10. Ну, хорошо. 10 ұпай. Рахмет. Минчоль Мырза, ал Мы енді... должны просто вот так выставлять. Тәжікстан. Я. У нас нет планшета. Мы можем говорить вот так? Я. Да? Я. Слава Красавчик. богу. Он и киупай. 12 ұпай, Тәжікстан. Рахмет. Малайзия. I need to stand. Unikupай! Yay! Love you! Рахмет. Моя Малайзия любимая. 12 ұпай. Қырғызстан. Мен Дато мырзанын айтканына толугу менен кошулам. Биз буга чейин баалап келдик. Ал эми мындан ары элдин дагы мүмкүнчүлүгү болсун, эл бааласын. Мен дагы 12 ұпай берем. 12 ұпай. 12 ұпай, Қырғызстан. Көп рахмет. Өзбекстан. Рахмет. Сізге 10 ұпай. 10 ұпай. Тамаша, біз жалғастырамыз. Армения. 12 points. 12 ұпай. Рахмет. Ал енді Красавчик. Қытай. 12. 12 ұпай. Сидел, рисовал. Монголия. Слушайте, ну вот как портится впечатление? Вот что с режиссерами вечно? Вот нет, чтобы взять да поставить хотя бы, ну вот, проверить звук, там, я не знаю. Ну что там эти три жидких хлопка на фоне? Окей. Ладно. Он ұпай. 10 ұпай. Рахмет. Және Азербайджан. Я на самом деле уже проголосовала, когда участник исполнял. 12, конечно. Әрине 12. сөзсіз 12 дейді. Көп А что-то вот сказать там что-нибудь, ну как-то, ну ладно. рахмет, құрметті төрешілер. Дауыс беру осымен аяқталды. Видимо, не Автандил объяснили. көп. Ладно, авто пошел, в общем, в зал. Слава богу, здесь нету переводчика. Я теперь хотя бы, может быть, русскую речь услышу, понимаете, дорогие мои. Что-нибудь да пойму. Может, что-нибудь ценное некое, что-нибудь там, какие-то слова понятные мне. Так, что тут у нас? Былые заслуги, значит, Тудема-Судема. Репетиционный процесс. Что, поем? Поем. Баршаңызға алғысым шексіз. Чё б на английском не сделать прямой эфир хотя бы, там, я не знаю, дубляж какой-то, ну, в смысле, что, титры, ну, что-нибудь на 2 языках хотя бы. 一条大河 О, мимо. 千道万波，蜿蜒奔流的故事很多， Но он сейчас будет ближе всех к оригиналу, вот эфир, в котором мы до этого слышали. 也流淌着
风儿慢慢说，激情之处你听到了什么？ Мы можем без рока что-то услышать наконец-то. 我是那一个，你会看见我对着天空呼喊，用生命高歌。你是那一个， Ну ладно. 是另一个我，被光阴紧连着，隔空的双手紧握。 接过这鲜活，走过这阡陌，歌是未改的车，岁月与苦乐，把生活唱成歌，唱聚散离合，歌声里住着不老的传说。你是那一个。 Вот ему меньше всего постобработки надо. Чистенько, да? Вообще. Ну, опытный, видите? Возраст не пропьешь.谁的生命都要过，我们同高歌，这一刻值得，因为心中开出一样的花朵。我是那一个，你会看见我。 天空呼喊，用生命高歌。你是那一个，是另一个我，被光阴紧连着，隔空的双手紧握。 Ну вот он, пожалуйста, опыт. Это самое стабильное выступление пока что из того, что было, да. Ничего мимо не было. Он был в 2 ушах, между прочим, да, монитор. И у него здесь, поэтому, конечно, очень стабильный участник. Понятно, почему ему ставят высокие баллы. При том, что, может быть, вокально, ну, как бы, вам может нравиться, не нравится, это вопрос вкусов, да, но в плане качества исполнения он очень стабилен. Он чисто поет. Нету нигде провисаний, там как бы, ну то есть вот на него меньше всего постпродакшена, вот если мы слышали с вами до этого в эфире, то вот как бы это оно, видите как. Онупай. Рахмет. Оңтүстік Корея. Онупай! Рахмет, Минчоль мырза. Онупай. Тәжікстан. Юайни, онекюпай. Онекупай. Малайзия. Онекюпай, уайни. Конси. Онекупай. Қырғызстан. Онеки упай. Тағы да онекупай. Стабилен. Өзбекстан. Ұпайыңыз, Айгүл ханым? 12 ұпай. 12 ұпай. Армения. 12 ұпай. 12 ұпай, рахмет. Грузия. Ұпайыңызды білгіміз келеді. 12 ұпай. О, рахмет. Төрешілеріміздің барлығы дерлік. Қазақ тілін меңгеріп үлгерді, 12 ұпай. Ал Монғолия келесі кезекте? Of course, 12 ұпай. 12 ұпай. Тамаша. Және Әзербайжан. 12 ұпай. 12 ұпай. Рахмет, дауыс беру аяқталды. Жанхисуан, көп рахмет. Сізді қонақ бөлмеге қарай шығарып саламыз. Қошеметтеріңіз. Жанхисуан. Вон хоть зал показали. Ой, блин, конечно, ладно. Слушайте,
Сцена красивая, все, но что-то съемки можно было поинтереснее, понасыщеннее сделать. Что они там, зал не показывают, как-то хлопки не вывели. Ну, ты, блин. Смотрится как-то, да, не очень динамично в моменте. Ладно. Սերիմ արդեն արև ունի, աչքերիդ գույն ունի, սիրտը իմ տուն ունի, ու քո սրտին մի զարկի, Ну все, до свидос. ավելացել է սերին, հիմա գիտեմ արժեր սպասել, ամենասեր ասել, ու աշխարհին պատմել, որ սերը իմ վերևում, տիեզերքից է երևում, Քեզ հետ փարվեմ հովերին ու անեանամ Քեզ հետ մնամ ու ինքս ինձ մոռանամ Անուն ես իմ սիրո, անուն քեզ ու սիրո աշխարհը շուռ կտամ Թե մի օր ապրեմ, քեզ սիրելով ապրեմ, իմ կյանքը քեզ կտամ Անուն ես իմ սիրո, անուն քեզ ու սիրո աշխարհը շուռ կտամ Թե մի օր ապրեմ, քեզ սիրելով ապրեմ, իմ կյանքը քեզ կտամ Աշխարհը գունավորել ես դու, սիրտս պահեմ հեռու, քամիներից անգամ, որ քեզ հեռու չտանեմ Քեզ ավելի ամուր գրկեմ ու զգամ, որ ամենայինն է նա, ինչ է լինի կյանքում, սերը իմ կմնա Քեզ հետ անգամ իմ երազում, սերս պատմեմ հովերին ու անեանամ Քեզ հետ մնամ ու ինքս ինձ Ну что, господа, есть вопросы какие-то? Ну, вопросов нет. Конечно, значит, всегда, поскольку в конкурсе все решается в моменте, да, то сравнивать авто с Саро не приходится. Саро очевидный победитель, да. Вот у меня в моем топе внутреннем, потому что один здоров, другой болен. Ну, как бы оценивать, если бы все были в состоянии, мы не можем, да. Соответственно, по справедливости, если в моменте решать, то, конечно, ну, как бы вообще идеалуре, как говорится, да. Вот. Да. Димаша посадили в начале. Я, кстати, так и не поняла, почему они там в начале сидят. Они там тоже будут что-то как-то голосовать, какие-то лепты свои носить, балл начислять, я надеюсь. Вот.
Хорошо, что позвали Димаша, хороший ход, классный. Вот. Хорошо, что он услышал, как поет Саро, да, в целом, я думаю, полезно. Вот, но, ну, как бы не то, чтобы, понятное дело, сравнивать не приходится, Димаш и Саро абсолютно разные вокалисты, но на конкурсе, конечно, Саро вот сейчас это лучший номер, значит, и мы опять же, да, с вами теперь вот уже слышим, что на него минимальная постобработка идет на Саро, да, то есть, ну, вот так вот, ну, вот так вот, ну, вот так вот. Справедливости ради, значит, я же делаю интервью с Давраном, если вы еще не смотрели на моем канале, посмотрите. Значит, мы с ним тоже болтали, у меня есть живое выступление его. Я думаю, что вот он бы мог с Саро как-то поконкурировать в этом моменте. Давран, ну, тоже не все выступления у него были стабильны, даже с его слов, да, но в целом по диапазону, вот тоже по... Ну, не по тесситуре, они, конечно, тоже разные, но вот они могли бы быть вот где-то в топах, понимаете? Вот Саро, Давран, вот такая вот история, да. Авто, если бы был в силах тоже, да. Вот это таких 3 парня, конечно, очень крепких. Ничего не скажешь. Но так сложились обстоятельства, ну, как бы так сложились обстоятельства, да, что вот один вылетел в самом начале, второй заболел, Саро, слава богу, все в порядке. Ну, вот и все, как бы. Вот он победитель, понимаете, один из, ну, по крайней мере, из того, что мы слышим, да, вот если бы действительно взять все за белую монету, не за белую, за чистую монету, да, то, ну, вот это пока что было лучшее выступление конкурса. Посмотрим, что будет еще. Но вот объективно именно на это выступление, конечно, да. Вот. И я так полагаю, что Саро до этого тоже был примерно так же стабилен. Он как бы в этом смысле у него черный пояс по конкурсам. И это, конечно, видно и слышно сразу, поэтому, ну, все, вот, пожалуйста. Один из претендентов на победу должен был быть, да, ну, вот если по справедливости вокальной, как говорится. Хотя я не понимаю, что-то слышала тейки, что Silkwood Star говорили, что они не международный конкурс. Мне пишет как раз Айнур, сейчас рассказываю, говорит, что загрузили финал, я думаю, перевод не нужен, да, переводить особо нечего, все говорят на разных языках. Айнур, ты права. Да, ну и тоже Silkwood Star тоже, ребят, пишут сами организаторы, что типа автодубляжа, наверное, нет. Я говорю, я его и не ждала. Зато у меня есть шанс. Зато у меня есть шанс как раз это сделать. Ладно, сейчас давайте. Дорогая, привет. Я как раз записываю ролик. Представляешь? И ты мне пишешь параллельно. Да, я думаю, что действительно перевод не нужен. Спасибо большое, что была со мной. Этот конкурс помогала мне всячески. Я тебе говорю большое-большое спасибо человеческое. Это было очень нужно для меня. Вот, я надеюсь, что-нибудь еще вместе когда-нибудь посмотрим. Я к тебе обращусь за помощью, если ты не будешь занята. Обнимаю, целую крепко. Вот увидишь себя, ну, как бы заочно, да, немножко в ролике. Все, спасибо тебе большое и хорошего дня. Пока. Так, все, человеку тоже, да, выразили. Спасибо большое, сказали. Так что едем дальше. Значит, конечно, Саро, добрый вечер, стабильность вообще. Так, Монголия, Мишель. Ну, давайте послушаем, что у нас Мишель творит вживую, как говорится. Очень интересно. Сейчас, секунду. Just a moment. Just... Сейчас. Мне что-то все начали писать сразу. Понимаете? Мне все начали писать сразу. Карина, вышел ролик, бегом, беги, смотри. Я ж вот бегу, уже сижу, дорогие мои, уже сижу. Мені қолдаңыздар, дауыс беріңіздер. Я думаю, что она тоже одна из самых стабильных и самых, ну, как сказать, послушных таких вот участников, с которым вот четко она все выполняет. Вот так, я думаю, про Мишель. У меня такое впечатление сложилось. Давайте послушаем, что вживую мы имеем. Ну, это хорошо. Ее песня, да?
С народными, да, фольклорными нотками. Где Бекки, блин? Громче их. Еле слышно, блин, а? Визенька. Красота. Да. Да. Мишель. Ну, слушайте, этот номер, конечно, сильнее, чем у Саро. Сразу хочу сказать. Мне очень нравится, что, естественно, кусок фольклора, да, монгольского пения, так сказать, которая, кстати, редкость, да. Я что-то изучала вопрос после того, как Мишель пела чисто фольклорную вещь, да. Мне пришлось погружаться, нужно было отвечать за свой базар. Так вот, я хочу сказать, что ко мне приходили некоторые, так сказать, культурологи, так скажем. Ну, в общем, я как бы это пообщалась с некоторыми людьми. В общем, на моих ощущениях на тот выпуск, в принципе, я остаюсь, да, действительно, при своем мнении, я ничего не меняю. Для чистого фольклорного выступления, именно традиционного, да, когда полностью произведение посвящено этому, ну, как бы, то, что там было, это было немножко не то. Но в случае, когда это современное произведение, и это ее произведение, значит, плюс ко всему, с вот этим куском, с их приемами, это ложится просто супер идеально как раз вот для этой истории. Понимаете? То есть я пытаюсь сказать, что одно дело, когда, ну, я не знаю, какой пример привести, ну, простите, ради бога, мне приходит в голову Басков, да, условно, что когда он в классике именно работал, да, это не то, чтобы было супер шедеврально, да, но для эстрады это просто супер. Вот такая история, да. Значит, если говорить про Мишель, то, ну, примерно то же самое. То есть она хоть, ну, как бы, она училась на фольклорном как раз, да, и когда это чистое выступление, вот то было посвященное, ну, как бы, но я все равно останусь при том, что там было немножко другое звукоизвлечение, даже в отличие от оригинала, который мы потом слушали, да. А здесь именно вот на этот лад, на ее, вот на современной, в обработке, ну, как бы в переосмыслении, да, традиции, когда это идет, это просто супер. А еще мне это очень нравится, потому что это близко к моему каналу, потому что я все время говорю про код корней, я все время говорю про фольклор, я все время говорю про вот эти ценности, про эти приемы, про музыку, которая тогда, и что вот ее нужно переосмыслять. И вот здесь в этом смысле, конечно, для меня топ бинго. Ну и как бы самый сильный классный номер, аутентичный, интересный. Ну и Мишель, конечно, раскрывается в нем совсем иначе. Вот если сравнивать песню, как она Майкла Джексона пела, хотя, казалось бы, произведение супер
популярная во всем мире, туда-сюда, но вот ей подходит, вот, понимаете, ее вот исконная, понимаете, вот монгольская культура и как она в ней раскрывается красиво. Я думаю, что это совсем два разных номера, и, конечно, вот это один из самых, получается, в итоге, который мне больше всего понравился за все время, что она пела, да. То есть традиционный, конечно, класс, он был очень яркий, он был очень выделяющимся, да, потому что монгольская традиция, ну, как бы, ну, она очень отличается. Значит, и, соответственно, когда это еще осовременено, ну, это очень красиво выходит. И реально у нее один из, ну, как бы, Саро, условно, вот пока что из того, что я слышу, вот там Мишель на первом, Саро на втором, вот так вот. Если мы обнуляем предыдущие все заслуги, ну, то есть, если мы говорим чисто по протоколу сейчас, да, то есть, то оно как бы вот так вот получается. И, конечно, это, ну, я извиняюсь, ну, это хорошо. И материал классно подобран, и вообще... И она такая крепкая. Ну, вот я говорю, она, конечно, трудяга, стабильная, вообще ни одной ноты мимо, уверенно. Так, ну что тут, все 12 должны быть, да? Білсек. Қазақстан. Их пайырса 12. 12 пай. Оңтүстік Корея. Michelle, you are the Segway star. 12 пай. Вау! 12 пай. Тәжікстан. Біз сіздің әдемі дауысыңызды естігіміз келеді. 12 опай, конечно же. Рахмет! 12 пай. Малайзия. Ну что, зрители не 12 слышно? пай. Қырғызстан. Мишель, бүгін сіз мен үшін ең мықтысыз. Номер 1-сіз. Сізге Вау! 12 пай. Бүгін өзіңіздің өнеріңізді көріп алдыңыз. Сіз мен үшін бүгін ең мықтысыз деп жатыр, иә, Гүлжігіт мырза? 12 пай. Өзбекстан. Мишель ханым, бүгін сондай зор атқару болды сізге 12 пай. 12 пай. Армения. 12 points. 12 пай. Датхо? Бүгінгі ең жұмсақ төрешіміз Грузия. 12 пай. О, рахмет. 12 пай. Қытай. Me too. 12 пай. 12 Ну, пай. все 12 должны быть, да, Және наконец. Әзербайжан. I want to give you 20, but we don't have it and make me sad. 12 пай. 12 пай. Саған 20 берер едім, әттең бар болғаны 12 деп жатыр. Рахмет. Так, ну что, у нас есть все первые 12 баллов. В общем, если придерживаться рамок всего того, что, ну, как бы, вот как заявлено по регламенту, да. Дауыс беру аяқталды. Қолдаушылардың дауысын естіп жатырсыз. Ну, хоть зал подключили, слава богу. Рахмет. Мишель, рахмет. Сізді дәл осындай тамаша өнер көрсетумен құттықтаймыз. Слушайте, ну, как бы, это отличное выступление. Что я могу сказать? Ну, тут сказать же ж нечего, видно же на эфире. Ну, вот. О, Мадина Бону. Ой, я туда хочу послушать. Скорее, скорее, скорее. Маған көрермен. Так, давай, где ты поешь, дорогая? Все, погнали. Sen meni o'yladingmi bir bora, yuragim qilib necha ming bora, ishontirib qancha yolg'onlaringga, ko'nglim taskin topdimi yo'lim, axir men sizni sevaman deb aytarding, yuragimdagi yagonam siz der eding. Какой тембр? Shunchalar aldoqchi ko'zlaring, oxiri azoblaringga ko'mib ketding.
qizg'onib sevganimni yoki senga tuyg'ularim berib ishonganimni ayt, bari yolg'on denay, sendan kechib ketishim bo'ldi oson dema. Ishongim kelmadi hamon chechetimni to'ydiradi bu tuyg'u. Axir men seni sevgan edim yor chindanam. Qani endi Где ушел? Я не понимаю. menga bergan o'sha pok sevganga ayt, qani endi sevgi to'la qora ko'zlaring, sevaman degan so'zlaring, qani endi ayt, qani endi Вот теперь объясните мне, пожалуйста, после этого выступления, как этому человеку могли ставить восьмерки? Как это могло так вот произойти исторически, что человеку ставили восьмерки за ее там выступление предыдущее? Я не думаю, что они были там какими-то особо выделяющимися другими, да? Даже если не самая удачная песня была ей предложена. Смотрите, как человек живой отработал. Я умоляю. Без ушей причем. Где уши? Я не понимаю, где вот это монитор в ушах? Почему его нету? Что у Язмин не было в начале, что у Мадина Бону. Как это работает? Почему артист выходит без ушей на сцену? Ой. Ну и там еще, конечно, бас пропердел, так же знатно, что-то его не отстроили, но ничего, ладно, нормально. Видите, какая у нее подача такая жесткая прям здесь была, да, как бы вот такой. Ну, мне тембрально Мадина Бону очень нравится, если честно. Конечно, ну, Мишель песня была такая, знаете, более аутентичная, да, очень интересный материал у нее подобран. В этом смысле он как бы интереснее, да, чем у Мадина Бону. Но посмотрите по вокалу, ну, как бы как хорошо. Конечно, у Мишель есть вот это плюс скилл к тому, что она вот имеет вот эту фольклористику свою. Вот, но Мадина Бону должна быть в тройке лидеров. То есть Мишель, ну вот лично для меня тембрально мне очень интересна Мадина и Саро, да. То есть, опять же, почему, например, не Саро, а Мадина, например, у меня на втором месте, потому что, ну вот у нее тембр более интересный. Саро как бы очень универсальный, хотя при этом он тоже очень запоминается, и я понимаю, почему, как бы, да, то есть, ну, и все такое, но у меня немножко есть, во-первых, внутри Girls Power, да, вот эта история с тем, вот, ну, как бы, и по, вот, если, не по универсальности, а вот по такой эксклюзивности и, как бы, ну, не знаю, ну, не харизме даже, да, а вот именно тембральная природная окраска мне вот у Мадина Бону просто больше нравится, она для меня интереснее в этом смысле, а Саро, он просто, ну, как бы, он универсальный, он на все, понимаете, ну, то есть в этом смысле, конечно, он, как сказать, видно, что он больше, например, профессионал, чем Мадина Бону, потому что он в больших конкурсах участвовал, и для него это как бы, ну, вот я говорю, у него черный пояс по участию в конкурсах, да, а если говорить по природным данным, то вот на мой личный вкус, да, вот для меня Мадина Бону вторая, вот, и Саро, вот такая тройка у меня пока что вырисовывается. Ну, как у этого человека могли быть восьмерки, ну, одному ежу известно. Красавица еще, ну это капец, конечно, полный попадос. Я желаю ей дальнейших конкурсов вообще. Так, все, пошли оценки наконец-то, да? шынайы жан бар, әлем бар, сондықтан да 12 ұпай. Вау, 12 ұпай. Оңтүстік Корея. That was so perfect stage. Thank you. 12 ұпай. 12 ұпай. Рахмет. Тәжікстан. Сөзсіз. Микрофонға айтсаңыз.
12 ұпай дейді Тәжікстан. Малайзия. 12 ұпай. 12 ұпай. Қырғызстан. сөзсүз түрдө 12 ұпай. 12 ұпай. Армения. 12 ұпай. 12 ұпай. Грузия. 12 ұпай. 12 ұпай. Мадина бақытты. Қытай. Мәдина Боно. 12 ұпай. 12 ұпай. Мадина эмоциясына ерік беріп жатыр. Монголия. Монголия. Что-то скажем или нет? Микрофонға. 10 ұпай. 10 ұпай. Рахмет және Әзербайжан. Чего? 12. 12 ұпай. 12 ұпай. Дауыс беру аяқталды. Мадина бақытты көз жасына ерік берді. Жанкүйерлері риза. Анасы студияда. Көзіне жас алып жатыр және... Ну, короче, жюри из Монголии решила окончательно дочистить всех конкурентов, да, и занижать балл тем, кто мог претендовать на победу. Блин, бедная Язмин не попала вначале в нотку, вот она и 8 аж втопила. Но это, конечно, чудеса на виражах просто, да. Вот мне пишут как раз, что вот ребята говорят, привет Автандилу передавай, я голосовала за него, надеюсь на интервью с ним и с другими участниками Вайми, но я очень постараюсь с Авто сделать, конечно, но он, видите, он на английском готов интервью давать, ну, был бы, да, например, вот, а я, мне кажется, на английском не проведу интервью, просто мне скилла не хватит, я давно этим не занималась, блин, если что у меня было, то совсем короткое. А так вот, чтобы 2 часа за музыку сидеть, обсуждать, мне кажется, я не сдюжу просто, вот и все. Ну ладно, Авто, видишь, ну все тебя очень хотят на интервью, если честно, у меня на канале. Может быть, мы на русском как-нибудь, ну там, цото-цото картули, и как бы, и на русском. Ладно. Видите, как за Авто голосовали тоже, в том числе и мои. Вот это, да, понимаете? То есть вот люди понимают. Авто, конечно, вот очень жаль, что он реально попал в такую ситуацию. Такой задушевный вокалист, блин, у него такие краски классные. И когда вот он не в форме, конечно, уже все, как бы, добрый вечер называется, блин. Но он бы тоже был бы в топе у меня, конечно. Но он у меня в сердце, да? Ладно, ничего. Главное, что он продолжил путь. Ничего, все нормально будет. Мадина Бону красотка. 10 незаслуженно. Это несправедливо, это нечестно. Я понимаю, что номер, например, у Мишель действительно был интереснее. Это правда. Вот, но... Ну, кажется, что даже если мы говорим все-таки про вокальные заслуги, то, ну, это точно не 10 тогда все равно. Ой, блин. Не люблю всю эту политику вечную в конкурсах. Ну, что такое, что такое. И, кстати, вот тоже момент по поводу Димаша. Ну, вот пригласили такого прекрасного гостя, ну, просто легенду, ну, виртуоза. Ну, почему его так мало показывают в эфире? Почему не показывают его реакцию, его лицо? Что-то там показали 2 раза, и все. И уж если пригласили такую звездочку, ну, очевидно же, что его тоже надо показывать, как он реагирует там, как он слушает внимательно. Даже если он там не сидит, не делает, вау, там отыгрыш просто, как корейский бенд наш, вот, то нужно было обязательно показать, как вот, ну, что это такое. У меня уже профискажение, я ничего не могу поделать, я вредная, пипец, да? Так, Алим. Давайте, пойте, Алим, пойте. Серьезно? А, нет, это что-то другое, но похоже, вы поняли. Өзіңнен жақын дос жарыққа қарай қосос жан-жаққа тарат махаббат әлде талай биік бар алма кезек Ухо есть, слава богу.
қуаныш өкпеңді бір жүрек шығарар күшің таусылғанда жанға жақын адамда әкелет көктемді бұл көктемді бұл көктемді ақ пен қара бір жүрек мен жайған өмір сүрем түршіктіріп жанды түнде айды аңды күтем күнді таңды мен тағы көңіл күй көшпенді қызарадағы қуаныш өкпеңді бір жүрек шығарар күшің таусылғанда жанға жақын адамда әкелет көктемді бұл көктемді бұл көктемді сахнаға шыққанда біз бір-бірімізді түсінбейтін шығармыз, бірақ музыка арқылы жанымыз сөйлеседі. Бізді біріктіретін, мәдени көпір жасайтын бірден бір құрал ол музыка. Осының барлығы Қазақстаннан, менің елімнен бастау алған мен үшін үлкен мақтаныш. Бізбен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Я примерно шынайы понимаю. шексіз махаббатпен По ощущениям. Да. Ну, что я хочу... Ну, допел дальше? Али! Да, Алим. Что хочу сказать по поводу Алима, дорогие мои. Мне Silk Star пишет: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, на какой стадии вы? Ну, я уже на принятии, дорогие мои, я уже на принятии, уже принятие. Сейчас я им отвечу. Все эти стадии уже были со мной. Ладно. Значит, что я хочу сказать по поводу Алима. Значит, смотрите, к этому артисту нужно относиться именно как к артисту. То есть Алим не вокалист, он не участник вокальных конкурсов, да, он именно артист. А это вкладывает в себя, как бы, это значение больше, значит, впускает, слово вылетело из головы. Короче, это включает в себя больше, да, чем просто вокал. Это харизма, это классный стиль. Я умоляю, эти перчатки, вы это видели? Боже. И харизма вот это, ну вот мы с ним в этом смысле похожи. То есть я же тоже себе даю явный отчет моих как бы природных данных. Да, я не Мадина Бону, да, я не Саро, я не Мишель, да, я харизматичная Лейрис, да, и как бы вот этот стиль, который ты должен свой собственно найти, это как бы ключевой фактор к твоему успеху, к твоему месту, как говорится, на сцене, а места на сцене хватит всем, да, и Алим, я думаю, это тоже прекрасно понимает, да, он был заложником на время конкурса таких вот обстоятельств, когда... Ну, как бы, было очевидны некоторые вещи, я думаю, что он лишний хейт ловил, как бы, ну, не по своей вине, вы что же понимаете. При этом мы не можем упускать из виду его харизму, да, мы не можем упускать из виду его особенность, как он выделяется, что он запоминается с первого номера. Только ты его видишь, ты сразу его запомнил, и имя ты его запомнил, что он Алим, и песни у него, как бы, классные, аранжировки, все в одной стилистике, грамотно сделано. Короче, дорогие мои, вопросов быть не должно никаких. Это как у нас вот из примеров, из того, что, по крайней мере, ладно, там, типа, более-менее что-то там, не имеющее отношения к Алиму, но просто по схематозу пытаюсь объяснить. Вот у нас была Клава Кока такая, девочка ходила по конкурсам, тоже ничего не брала, в общем, все ее хейтили, никуда ничего не брали, но она вот старалась, пыталась что-то. В итоге теперь это одна из популярных певиц, значит, у нас на сцене. Ну, как бы, я не говорю о том, что нравится, мне не нравится, я не фанатка Клавы Коки, да, я просто говорю про механику, что артист, это артист, не вокалист, да, и вот у нее есть свои песни, и вот у нее есть свой, как бы, вся эта своя история, и вот, пожалуйста, она, как бы, ну, чуть ли не самая популярная в стране, условно, да.
Вот. Алим примерно из той же когорты ребят, да, то есть это харизматичные, у которых есть свой стиль, свой вижен, свой материал, на него есть запрос аудитории, поэтому его любят, как бы все. Тут к этому надо так вот именно относиться, понимаете? Ну как можно судить в каких-то там вокальных историях, когда это артист? То есть, ну, тоже нужно это понимать. Так что, в общем, у него все классно будет. Я надеюсь, у него будет дальше карьера классная в Казахстане. Я ему желаю реально очень классных проектов. Я думаю, он останется в инфополе у вас, будет дальше творить, развиваться, и все у него будет хорошо. Понимаете? Ну, такая вот история. Поэтому оценки, которые как бы, ну, это надо ставить как к артисту, понимаете? Такие оценки. Он очень задушевный парень, добрый, видно по нему классный, сердечный, открытый. Ну, короче, он артист, не вокалист, артист. Вот и все. Yeah. Hey, LM, I want to give you 100, no, 200, 300. You're the perfect. 감사합니다. Onye Kupai. 선배님. Он, екі, опай, Оңтүстік Корея. Таджикстан. Поцелуй сыночка за меня своего, хорошо? Обожаю, обожаю. Муа-муа-муа-муа. Опайыңызшы, Парвина ханым. 12 опай. Малайзия. Alem, assalamualaikum. Terima kasih, you know I love you. Kupai. 12 опай. Кыргызстан. Какая приятная вот реально малазийка, я просто от нее в восторге. Какая женщина, блин, просто красивая, добрая, щедрая, умная, задушевная. Я от нее, она мне больше всего из жюри всего понравилась вот за этот конкурс. Onye Kupai. 12 опай. Өзбекстан. Рахмет сізге 12 опай. 12 опай. Армения. Onye Kupai. 12 опай. Грузия. Onye Kupai. 12 опай. Дато мырза бүгін барлығын таң қалдыруға неткен тарихи күн. Қытай. Onye Kupai. 12 опай. Монголия. 10 пай. 10 опай. Бұл да болады, иә. Енді Әзербайжан. Такая Ну, интересная... на всякий случай еще 10 баллов, да, Алиму, чтобы это как бы тоже, ну так, чтобы уже как бы тоже, чтобы точно уже наверняка, да, чтобы ему не дали первое место. штука. Самый у нас строгий член жюри это Дато Мырза. А почему-то все участники обнимают меня. Так что ты тоже должен меня обнять. 12 баллов. 12 опай дейді. Тамаша, бұл енді достықтың... Так, ну ладно, хорошо. Это окей, ладно. Конечно, как вокально, ну, вы же понимаете. Так, тут какие-то... Малардан баламды көре берейін. Блин, я ничего не пойму. Ай, вайме, ничего не понятно. Какое-то эфирное время, что-то там они ла-ла-ла. Так, вот рум-комната, пошла Тудема-Судема. Так, тут авто вспоминает что-то. Так, Мишел. Тудема-Судема. Так, Димаш что-то говорит. Ну, Димаш тоже, наверное, на казахском, да, я ничего не пойму. Армысыздар, құрметті хандар мен мырзалар. Ассаламуалейкум, құрметті қонақтар. Ну, Димаш легенда, конечно. Ничего не взять, не дать вообще, блин, просто человек мира. Так, ладно, здесь выступление артистов уже пошло, да, все, как бы мы тут уже имеем некое трио, да? А вживую петь-то будут или нет? Вот вы хотели послушать, как поет Дато, что он такие оценки низкие ставил. Вот сейчас послушаем. Фанера. Ладно, фонограмму мне слушать неинтересно, спасибо. Ну хотя, ну блин, что. Слышь, нету этого вдоха. Так, ну ладно, хорошо. Я, в общем, в целом не хочу просто растягивать этот ролик. Давайте посмотрим, что там дальше еще интересного. Ну, грызись ты уж, давай.
В общем, я так понимаю, что мы близимся к финалу уже, да, как бы уже к завершению, там уже зрительские голосования. Тут мы вспоминаем ретроспективно, кто что, чего, у кого было. Значит, исходя из этого выпуска, значит, Монголия у нас побеждает, да, Мишель берет первое место. Сейчас посмотрим, кто второй, кто третье. Ну, это в целом самый, ну, как бы понятный, прогнозируемый, стабильный результат. В том смысле, что, понимаете, как бы вам сказать, я думаю, что у Саро и Авто были тоже, ну, как бы они были как претенденты на победу. Авто заболел, Саро в топе. Может быть, ну, как бы, это, знаете, это так, чтобы никому обидно как будто не было, да, и при том, что, естественно, Мишель, в том числе, вот если мы вот идем по протоколу, у нее был самый лучший номер в этом выпуске. Ну, вот он был интересный просто, еще сверху, помимо того, что это было вокально, помимо того, что это было вообще не мимо, все четенько и красиво, это еще вот был интересный номер, опять же, почему? Потому что кусочек вот этого фольклора, понимаете, это изюминка такая, да, за которую я все время топлю, поэтому, ну, как бы, как говорится, никому и не обидно, и справедливо, и Мишель действительно заслуживает занимать первое место. Ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасы президенті телерадио кешенінің бас директоры Раушан Жаңабергенқызы Қажыбаеваны және Қазақстан Республикасы президенті телерадио кешенінің серіктесі China Media Group Еуразия бюросы бас редакциясының жетекшісі Ван Делу мырзаны шақырамыз. Келіңіздер. Дәл қазір арамызда 7 финалист және бір ғана жеңімпаз. Иә, құрметті қонақтар, төрешілер, аса құрметті надеюсь, я біздің пойму. сүйікті қатысушылар, гранд финалға жеткен жеңімпаздар, себебі әрқайсысы меніңше. Слушайте, а Димаш-то высокий парень получается, да? Я почему-то думала все время, что он небольшого роста, а вот, пожалуйста, стоит. Өз елінің жеңімпазы болып үлгерді. Келісесіздер ме, иә? Жанұяға айналды. Так, что-то тут происходит у нас или нет? Так, у нас тут благодарственные речи, все как полагается. Тудема-судема, всем спасибо. Так, зал пиджаков, это все хорошо. Димаш уже должен кому-то что-то вручить. Так, вот он. Ерлан аға, Рошан апай. Так, это победителя, да? Сразу? Silkway Star жобасының жеңімпазы Монголия Мишель Джозеф! Мишель Джозеф! Монголия! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құтты болсын! Silkway Star жобасының жеңімпазы Мишель! Так, ну хорошо, ладно. Значит, это мы все поняли. Ну, красотка. Не, ну, слушайте, ладно. На самом деле, грех жаловаться, друзья мои. Я видела ситуации сильно хуже и хлеще, и можно спорить об этом бесконечно. Но человек заслуживает победы, но на этом вопрос должен быть закрыт. Так, в конечном жемісі. итоге, да? Кубок красивый. Құттықтаймыз! Димаштың қолынан Мишель Джозеф Silkway Star жобасының жүлдесі! Где зрительный зал, который там что-то, ничего. Хотя странно, слушайте, они говорили третье, второе место. Или сразу первое объявили? Вот сейчас Алпы будет қорытынды хотя бы. кестеге назар аударыңыздар. Нәтиже. Так, это вот то, что Малайзия, Джорджия, ага, Монголия, да, 85 больше всех, 76, 80 Казахстан. Ну ладно. Дәл осылай. Так, значит, Монголия, Казахстан, Узбекистан. Угу. А Армения вообще где? 5-е место. Это что такое? Алима. Қымбатты көрермен, жеңіс тағы құтты болсын, Мишель. Біз сізді жақсы көреміз. Это все, это уже финальное? Өнер туының астына. Да, слушайте, ну это странно. Короче, ладно, подождите еще раз. Нәтиже. Дәл.
Так, Монголия первое место, Казахстан, это Алим у нас, да, ну, конкурс казахский, поэтому, наверное, больше народу и смотрело, что-то там делали, я не знаю, странно, Узбекистан заслуженно третье место, 100%, ну, объективно должна была быть Монголия, должен был быть, ну, Армения и Мадина Бону, ну, то есть Сарой, Мадина Бону, там, второе, третье, уже в зависимости от желания, мне уже как бы не принципиально, но это если вы судите именно в разрезе, вы понимаете, именно сегодняшнего выпуска, я думаю, что если бы, например, у нее была бы другая песня какая-нибудь, не с такими украсами, то там уже, ну, в принципе, она бы тоже была бы в тройке, да. Можно было бы Сару отдать, например, тоже первое место тогда. Ну, ладно, что поделать. Не, ну, блин, пятое место Саро, ё-моё. А Измин шестое. А Джорджия последняя. Авто, бедный, боже мой, заболел как. Ну, ладно, ничего, зато в финалистах. Авто. А если вот судить, давайте вот так вот прикинем, да, палец к ветру, если бы вообще убрать вообще все обстоятельства, что авто болеет, да, что там, значит, что, ну, короче, вообще все интриги, да, на моем месте, я думаю, что должны были пошерить первые места где-то там в начале, ну, в принципе, так же, как и есть, да, но я единственный, конечно, участник из Китая, я бы ему 4-е место не давала, да, и почему Армения после него идет, для меня фатальный вопрос, да. Алиму, конечно, я бы тоже как, ну, как бы как артисту, но он не должен, ну, он должен был быть 4-м, окей, там, например, да, ну, вот как-то так, вот. Может быть, 5-м, да. Грузия, если бы авто был в состоянии, они бы вот рядышком тоже бы он был где-нибудь, ну, тоже вот 3-е место, 4-е, вот так вот, повыше тоже. А так, видите, из-за состояния здоровья, ну, да, участвовал, и слава богу. Я надеюсь, никаких последствий с голосом не будет. Вот. Ну, конечно, ну, китаец, ну, слушайте, я не знаю, правда. Он очень стабильный, очень понятный, но я не могу сказать, опять же, что он сильно вокальный, в отличие от других ребят, да, которые были на конкурсе. Ну, понимаете. Но это не говорят, что это не вокальный конкурс, да. Ну, я не знаю, это вокальный конкурс или не вокальный конкурс, объясните мне, я не понимаю. Но если люди поют, это же точно в первую очередь должен быть вокальный конкурс. Надо же по данным как-то судить. Как мы можем судить уже по остальным концептуальным вопросам, если это вопросы вкусов? А вокал — это то, что объективно, и то, что можно посчитать, то, что можно принимать на слух и нет, как бы, ну и судить по образованию, по опыту, по ла-ла-ла-ла, и дальше. Поэтому я не знаю. Ой, Осылай, қымбатты көрермен. Жеңіс тағы құтты болсын, Мишель. Біз сізді жақсы көреміз. Құрметті достар, Silkway Star жобасының алғашқы маусымы осымен өз мәресіне жетті. Так, Димаш-то петь будет у нас или нет? Тот вопрос, который меня тоже еще очень волнует. Нет. Он пел в начале, может быть, я, может, это пропустила, что приглашали на сцену, да? Так, ля-ля-ля, 3 рубля. Вот он сидит, ручкой помахал, все, сел, сидит, все, больше его не показывает, да? Речи, и все, пошли выступить, ну, понятно. Блин, дали, ну что Димаш вот не спел, он почему, я не понимаю. Или это в эфире было, объясните мне, ничего не понимаю. А, это финальная песня, да? Да, вот и закончится наш самый путь, дорогие мои, по конкурсу Silkway Star.
Вот Димаша начали показывать. Спасибо. В конце, правда. Ладно, действительно, Монголия это такой самый вот действительно удачный дипломатичное решение для конкурса, я считаю, да. Никто как бы не будет ругаться, что там вот Армения выиграла, Грузия нет, или Грузия выиграла, Армения нет, да. Плюс ко всему, ну как бы Давран вообще в самом начале вылетел, что-то даже не захотели с ними, видимо, разговаривать по этому вопросу участия, хотя он должен был быть тоже где-то там в начале. Значит, соответственно, Узбекистану, слава богу, Мадина Бону дали 3-е место. Значит, да, ну вот как-то так. Ну вот как-то так. Ну, что-то, ну ладно, ну норм, да, ну норм. Ну как бы не обидно. Дальше уже там, конечно, все, что после первого, уже может оставаться за кадром. Как бы организаторам, чтобы тоже не обидно было, там и все такое. Монголия эти оценки ставила, и не думаю, потому что она сама так хотела, потому что уже, наверное, ну как бы решили, что все-таки, да, надо... Мишель все-таки заслуживает при этом никаких конфликтов и не интересов, и ничего, она действительно молодец, и номер у нее классный. Думаю, такая какая-то история. Конечно, объективно, если вот, я думаю, на общую массу, вот именно если судить вот по зрителям всегда конкурсных таких вот историй, ну вот обычно, как правило, побеждает вот в таких историях, ну вот мужчина, вот Саро здесь бы зашел отлично бы за победителя. Он был вот, конечно, действительно... в этой теме должен был быть более понятным для всех и для всего остального. Потому что я думаю, что у него было больше стабильных выступлений, чем у Мишеля. У Мишеля же были там, да, так скажем, не самые удачные номера какие-то. При этом она как бы супер, я думаю, что она и да, и так и есть, супер неконфликтная, рабочая лошадка, как говорится, все четко выполняет, все делает. И все такое, да. Но вот кажется, что как будто бы, да, если бы не Мишель, тогда бы Саро. Но Саро это уже может быть какой-то конфликт интересов, понимаете, вот так вот, да. Ну, какая-то такая история. Ну и Мадина Бону, да. Ну, тут вообще возвращаюсь к тому, чего я говорила. Ну, красиво, слушайте, вообще, такие ноты высокие, я умоляю. Просто если вот видите, Мишель просто, у нее не такой, у нее, как сказать, не такой интересный тембр, например, как у Язмин, да. Ну вот есть свои моменты, как бы, за которые можно судить, за можно не судить, но в целом справедливые итоги, слушайте. Я думаю, что это вообще максимально не обидно, ничего такого. Ну вот интервидение тоже, ну вот так вот прошло, да, тоже на нейтральном, чтобы, как говорится, никому обидно не было. Ну такая вот история, да, как бы вот так вот, вот так вот. Ой, ладно, дорогие мои, в общем, это был вот такой вот наш с вами период. Спасибо, что были со мной, спасибо тем, кто пришел на мой канал. Если вдруг вы пришли ко мне именно с конкурса Silk Quest Star, рада знакомству, оставайтесь. Я, может быть, попробую еще какое-то интервью. Слушайте, ну помада, конечно, топ. Как мне нравится, боже. Ну, я на миллион, да? Никакого дешевого оттенка. Ну, слушайте, мне подружка привезла просто такие закрома лакшери, я умоляю. Встречались, тут не виделись с ней 100 лет. Посмотрите на эти губы. Вот это подарок, вот это подгон. Ну, она что-то шарит в этом, конечно, в люксе просто тяжелейшем, да? Но это видно с камеры. Ну, мне видно. Ну, вообще. Ну, значит, да, короче, ладно, речь не об этом. Оставайтесь, значит, на канале, на моем. Я постараюсь еще, как бы, у ребят действительно интервью попробовать взять. Да. Интересно же будет узнать всю подноготную историю. Как что было, как что, чего, куда. Целую крепко, ваша репка, да. Присылайте мне, если что-то будет новое, если что будет интересное. Для этого есть мой телеграм-канал, который есть в описании к моему каналу. И я еще на днях завела Инстаграм и выкладываю туда просто шортсы.
Ну, так чисто, чтобы они вирусились, потому что, ну, не шорты, это там рилсы называются, да. Вот, я это выкладываю туда, но тоже поглядим, что с этого выйдет. Мне, в принципе, без разницы, я решила поэкспериментировать. Какая разница, куда автопостинг запускать, правильно? Правильно. Вот, поэтому такие вот дела. Карина Жарова, да. Ну, короче, это все тоже есть в ссылках в описании. Я очень люблю обратную связь, потому что я сама, ну, как бы я далека, понимаете, от этой всей истории. Я не особо в инфополе бываю местами, могу что-то упустить, поэтому я очень как бы поддерживаю всегда эту историю, что мне что-то присылают, я действительно делаю обзор, вы можете узнать в моего комьюнити. Мне люди реально что-то присылают, и я, если успеваю, и в процессе что-то не забываю, то я делаю, понимаете? Вот. Поэтому такие дела. Всем пока, до новых встреч. Ну вот. Немножко жаль, как будто бы, да. С другой стороны, хорошо же закончилось. Стадия принятия со мной, милые мои. Все, давайте. Всем хорошего дня, пока.